Ребята, всем привет, с вами Баджер, это мифические пазлы. Сегодня мы посмотрим обзор героя Форсетти. Изначально этот герой вообще должен быть на Валгале, вот, на втором сезоне, но сейчас идет призыв легендарный призыв, куда разрабы запихнули вообще все, что только можно, кроме стандартных героев. И вот я его здесь нашел, думаю, ну самое время, короче, сделать на него небольшой обзорчик. Вот, Форсетти — это красная пятерка. 829 сила у него, такой средненький, нормальный чувачок, уже далеко не первой свежести герой. Это бог истины и справедливости. Ну, нарисован плюс-минус прикольно. Что у нас есть по классу? Класс у него чародей, школа боевой магии. Абсолютно бесполезный класс для этого героя, потому что он хиллер, он непосредственно не бьет по врагам. Напомню, этот класс, он дает нам дополнительный шанс нанести дополнительный урон при атаке вражеских бойцов, если на них есть определенные бафы. Соответственно, с ультимейтов Форсетти доп. Урон наносить не будет, только если камнями. Камнями, напомню, тоже можно наносить дополнительный урон, этот класс этому способствует. Но класс явно не для него. Окей, есть-то есть. По пассивкам. Честный и строгий. Когда миньоны этого героя уничтожаются, он восстанавливает небольшое количество здоровья. Да, такое есть, это работает. Жалко только, что восстанавливает здоровье именно Форсетти, а не владелец миньона. Ну, это такое. И есть сопротивление недугам обороны. Это вот хорошая пассивка. Форсетти нельзя срезать броню. Это реально прикольно. За это зачет. По статам 739 атака, 772 броня и всего лишь 1373 хитпоинта. Маловато, честно говоря. Брони ему завезли вот капитально, но хитпоинт тоже нужно. Несмотря на то, что он миньонщик и там его миньоны зависят и от атаки заклинателя, качать все-таки его нужно как обычного хила, саппорта. По эмблемам гоните его в броню и, естественно, хитпоинты, жизни, сердечки. Просто чтобы он дольше жил и рожал своих миньонов. Помогал вашей команде побеждать. Ультимейт называется «Сияющий свет». Скорость высокая. Это огромный плюс для него. То есть 7 камней с отрядами артефактами на ману. Он уже будет заряжен. Если у нас есть там чакра, асуры, артефакт на там второй, по-моему, эволюции, то можно его зарядить вообще с 6 камней, плюс там сделав, по-моему, 3 хода, на 3 хода или на 4 там он сам зарядится с 6 камней. Короче, прикольно. Высокая скорость маны — это хорошо всегда. Форсетти призывает миньона истины для каждого союзника, и эти миньоны наследуют 20% атаки заклинателя и 15% здоровья заклинателя. Владелец миньона этого истины восстанавливает 5% хитпоинтов каждый ход. То есть первое, что делает Форсетти, это призывает для каждого из героев миньона, который будет восстанавливать 5% хитпоинтов каждый ход. Получается такой, ну, типа небольшой отхил. Вроде как и отхил, но вроде как и не отхил. Нечто подобное есть у Кахиндо. Ну, на самом деле это неплохо работает. То есть там по 5% это, если условно там у вас там 2000 хп, там, ну, короче, ну, можно нормально так выживать. Как среднестатистически, наверное, тикающий отхил он будет работать там по своему объему. Короче, в принципе, нормально. Призывает миньона справедливости для союзника с наименьшим здоровьем. Миньоны справедливости имеют 30% атаки и 25% от максимального здоровья заклинателя. То есть, видите, здесь уже пожирнее миньон, так, один. И миньон справедливости снимает статусные недуги владельца каждые 3 хода. Когда миньон справедливости умирает, мана всех врагов будет уменьшена на 10% от их максимума. Работает так же, как у той же Кахинда, например. У кого меньше всего хитпоинтов из наших союзников, на того вешается дополнительный миньончик. Вот у Кахинда этот миньон хорошо отлечивает этого героя. У Форсетти этот миньон раз в 3 хода просто снимает всякие какашки с этого персонажа. Причем, когда враги убивают этого миньона, именно миньона справедливости, то срабатывает срез маны по всем врагам. То же самое вы можете видеть, когда убиваете героев определенной
семьи с Лемурией, там, ну, типа Аида, Шалотля, поняли, да, там, когда они взрываются, и все, у вас минус мана. Там такой же, по-моему, вариант работает у Нейт, у у насмешника желтого, которая тоже, если теряет своего миньона, он тоже срезает манку. В общем, неплохо. И раз в 3 хода снимает всякие доты, ожоги, отравления, блоки. Ну, такой на минималках чистильщик, клинер на минималках. Но при этом, что интересно, если у вас там на один ход у одного героя минимум здоровья среди ваших, то на него повесится этот миньон. Если во второй ход у вас уже другой герой будет с наименьшим количеством хитпоинтов и форсете снова ультит, то он уже повесит на другого героя этого миньона. Поэтому в теории можно даже 5 миньонов, наверное, повесить, этих 5 миньонов справедливости на разных героев. И это будет, ну, типа, с каждого героя можно снимашку такую сделать. Ну, короче, это, конечно, сложно реализовать непосредственно в бою. Давайте сейчас мы быстренько глянем, как вообще работает его ультимейт, как это выглядит. Вот специально поставил себе всяких троечек, у которых будет мало хитпоинтов. Попробуем, ну, по крайней мере, попробуем показать, как будет работать в форсете. Вот. Такая его ульта. Видите, на каждом из наших героев появился один миньончик по 163 хп. Ну, типа, окей, он будет расти потом. Ничего страшного. А вот на нашей лошадке, так как у нее меньше всего хитпоинтов, 827, появился еще один. Видите, с показателем значения ходов. То есть, вот видите, там троечка сверху миньона. Это значит, что через 3 хода с единорога будет снят какой-то статусный эффект. Сейчас мы немножко покидаем, наверное, в эту чувиху. Если повезет, то она нам, возможно, или своей ультой, или же там просто с руки собьет какого-то миньона. Видите, каждый ход мы отличиваемся, каждый наш герой отличивается там, ну, в среднем на 50, да, там, видите, чуть-чуть больше хитпоинтов. Ну, это понятное дело, что ну, как бы небольшой отхил, потому что хитпоинтов-то, в принципе, немного, 5%. Вот, забрали у нас, кстати, миньона, форсете в этот момент подлечился. Тоже прикольно. 947. Ну, нам нужно, чтобы в нас босс ультанул в кого-то, и чтобы на этом герое было хитпоинтов меньше, чем у лошади. Ну, было бы неплохо, конечно, чтобы он ультанул, ну, в полудницу, например, да, это вообще было бы прям идеально. Так, и давайте сделаем вот так, в кого разультится. Ну, чисто ради интереса показать просто, вот, хорошо. Теперь, если мы ультанем, теперь уже второй миньон этой справедливости появится непосредственно на полуднице. Вот, появился, и на нем есть счетчик 3, то есть через 3 хода с нее кровотечение снимется. Если что, то кровотечение держится 6 ходов, ну, если что, да, чтобы вы не забывали. Можно повесить, кстати, еще раз форсетика. И второй миньон справедливости тоже повесится. И, ну, таким образом там мы будем чуть ли не каждый ход с себя снимать всякие негативные статусные эффекты. Ну и по идее через один ход, да? Да, на следующий ход мы с себя снимем всякую гадость. Давай вот так вот поступим. Было бы еще неплохо посмотреть, если бы этого миньона справедливости, конечно, вот, например, с лошадки босс снял бы, посмотреть, как работает срез маны. Вот видите, там снялось с полудницы уже кровотечение, все окей, все круто, все работает. Можно прокинуть, наверное, еще разочек. Так, и конкретно вот сейчас уже будет ультимейт, да? Давай мы вот так синий соберем. Ну, будет прикольно, если ультанет, конечно, в лошадку, но вряд ли. Нет, ультануло. Ну, на самом деле, короче, здесь было сложно увидеть, что срезалась мана. На самом деле-то она бы срезалась, если бы не ульта. Но там по такой маленькой анимации было видно, что что-то там психидное произошло. Это как раз-таки был срез этой маны. Ну, окей, не совсем получилось так, как я хотел бы, наверное. Ну, сама суть, я думаю, понятна. В заключение, я сейчас не буду второй раз переходить на форсети именно в призыве, чтобы посмотреть на него, потому что это слишком долго мотать. В заключение, что я могу сказать про этого героя? Герой хорош. Он хорош
по совокупности факторов он хорош как саппорт, ребята. Все-таки я бы его советовал использовать в сочетании с полноценным хилом каким-то. Возможно, с хилом, который разгоняет набор маны, это было бы хорошо. Потому что, ну, за бой мы чаще всего сможем им там зарядиться, ну, 2, ну, максимум там 3 раза. И, соответственно, столько же навесить на себя миньонов. Ну, и понятное дело, что миньоны-то будут уничтожаться, поэтому полноценной защиты от врагов в форсете нам не даст, это 100%. Но как хороший саппорт, ну, например, вот как та же Кахинда, да, он 100 пудов сработает, потому что миньончики интересные, они подлечат, и какашки снимут, и в форсете самому нельзя броню срезать, и получается, что и он сам будет отлечиваться, если миньоны умирают, да еще и врагам можно подрезать ману, если там стечение обстоятельств будет удачное. Короче, как герой поддержки он очень неплох. Где его использовать? В команде обороны, ну, знаете, в теории, конечно же, можно. Если у вас совсем плохо все с красными героями, то, наверное, как-то там можно даже в центре обороны. Все-таки ему броню нельзя срезать. И, ну, он там что-то там да поживет. Что-то будет поднасирать врагу. Ну, все-таки это явно не Данте. Ну, понятное дело, что использовать его на ивентах, на титанах, это бесполезно. Турнирчики без отхила, да. Команды атаки на войне тоже, да. Ну, рейды там по желанию. Ну, в принципе, это герой скорее для команды атакующей в тапках наших. И это герой, который все-таки важно является саппортом. Он помогает. Он не есть полноценным хилом. Но он помогатор, который заряжается с 6/7 камней. И, ну, он реально будет хорошо вести себя в бою. Но нам для подстраховки нужно будет, скорее всего, все-таки брать еще одного вот полноценного хиллера. Ну, говорю, в идеале это, наверное, там что-то типа Скотлипоки или Серны. Тот еще, кто будет давать нам баф на генерацию маны. Ну, или полноценный снимашка, который хорошо полечит. На форсете на одного надеяться тяжело. Единственное, если вы играете там с этапом 4-1, или просто у вас есть сложный соперник, с которого нужно проносить с сильной командой атаки, то там вы берете несколько атакующих героев и в форсете берете так, чисто чтобы был, чтобы спасти. Он тоже так сработает. Я считаю, что это герой на 7 из 10. Герой хороший, герой универсальный. Он очень редко мне встречался, честно говоря. Я его вообще пока сам не поймал, я про него особо и не знал даже. Но это очень хороший саппорт, который универсальный и которого там как бюджетный вариант можно даже в команду обороны поставить. Все-таки есть у него определенные предпосылки. Единственное, что класс его, это, конечно, его огромный минус. Если бы у него был там клирик Мир Тайн или Обет Преданности Паладин, то это было бы гораздо прикольнее. Но сам по себе у него хорошие пассивки и у него хорошие миньоны. То есть в теории, если у вас совсем красных нет, то можно его в центре поставить. Но в целом это герой для атакующих тапков. И, повторюсь, это для меня лично 7 из 10. Хороший саппорт. Но, ребята, ключевое слово саппорт. Это боевая единица, которая должна сражаться в сочетании с другими полезными героями. Но если вы поймали в форсете, то я вас поздравляю. Это достойный персонаж, который имеет право на жизнь в нынешних условиях игры. Прокачивайте его, он вам, я думаю, подарит и определенные эмоции от геймплея, ну и вообще, в принципе, хороший опыт использования данного персонажа. Надеюсь, это видео было вам полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. И всем всего хорошего. Спасибо за просмотр. Пока.